Ребята, всем привет! Сегодня хотим поговорить о спусках в горах. Мне любезно согласился помочь снимать ролик Артем. Артем Всем привет! занимается хард-эндуро, участвовал в Саревах. Есть хороший накат по катушках. Сейчас мы катаемся на 2890-х. Остановились на локации, там ниже будут покруче спуски. Сегодня мы хотим дать несколько советов, поделиться каким-то своим опытом. У нас есть даже вещи, с которыми мы спорим с ним, разные мнения, поэтому сегодня все обсудим. Маршрут построен. Камень преткновения у нас с Артемом. Отключать ли АБС? Вот слушаем, что говорит нам Артем. Артем, делись своим опытом. Так, на этих мотоциклах полностью у нас АБС не отключается. Здесь есть оффроуд режим, который меняет работу переднего АБС. Он становится более оффроудным, как мне показалось, и отключает полностью задний АБС. Я считаю, что с выключенным задним, наверное, проще спуски спускать, потому что можно заблокировать, допустим, задний тормоз. И я, допустим, когда спуск более резкий, я блокирую полностью задний тормоз и уже начинаю, на секунду, и начинаю отпускать, чувствуя, где начинается колесо прокручиваться. И таким образом могу регулировать, чтобы колесо не шло юзом, допустим. Так, Тёмыч, проходи. Вот Артем едет с блокировкой колеса. Хочу показать вам, как он работает тормозами. Тоже баланс. Но он настолько там скилловый чувак, что у него колесо не блокируется. То есть он едет без АБС. Здесь вот видите, везде подвижные камни. Липучка. Мое мнение следующее по поводу АБС. Новичкам, люди, которые только начинают катать, я в принципе не советую отключать АБС и потихоньку на каких-то не сильно крутых склонах, не слишком жесткой блокировкой отключать АБС и тренировать, нарабатывать вот этот навык блокировки колеса. И вот Артем говорит, что я вообще не могу ездить с включенным АБС. Мы спускаемся под одним и тем же треком сегодня для ролика. Я специально весь спуск и там ниже я не буду отключать АБС. Он у меня будет работать. То есть, в принципе, для новичков, мне кажется, оптимальный такой подход. Вот у нас два разных мнения. Пишите в комментах, как пользуетесь вы, отключаете АБС или не отключаете. Но я считаю так, что более профессиональное катание, там люди, которые более скиллово катаются, хард-эндуристы, всегда используют блокирование заднего тормоза, то есть АБС отключают. Я думаю, что, допустим, на этом спуске не так, не так значимо, но там, где скользкая грязь или глина, мне кажется, с АБСом совершенно не будет тормозить и будешь скользить очень долго. Слушай, у тебя хороший накат на мотоциклах, там, где есть шашка и есть резина. А если люди часто в тур-эндуро в горах поднимаются на практически асфальтовой резине, там может нету. быть и мне кажется, других вариантов. Да, что смысла нету просто отключать АБС, особенно на тяжелых мотоциклах, потому что могут быть проблемы. Мне кажется, что нужно прокачивать этот скилл и смотреть по ситуации. Может быть, да, надо пробовать. Тём, мы дальше с тобой хотели поговорить по давлению. Мы с Артемом, когда делаем такие подъемы, если скользкая глина, сегодня до скольки травились? До 1,2, по-моему, если не ошибаюсь. 1,1, 1,2, заднее колесо. Самое минимально мы 0,8 или 0,9 делали, но там прям без агрессии катались, чтобы ни поворота не было. Чтобы не разбортироваться, да. Да. 0,8 держала нормально, мы какой-то подъем пробовали. На спусках ты тоже, как твое мнение, ты рекомендуешь вообще чуть-чуть потравливать давление? Да, я рекомендую потравливать еще потому, что когда колеса немножко потравлены, они лучше облизывают камни, в плане нет такого отскока нету. Да, он более, как-то лучше огибает эти камушки и комфортнее становится. Но единственное, что надо смотреть по переднему колесу. Когда ты травишь переднее колесо, надо, конечно, смотреть за острыми камнями. Можно обод повредить намного быстрее, чем, допустим, накачано на двоечке. У меня уже опыт был,
поэтому надо, да, быть осторожным. Плюс, конечно, если у вас 21-е переднее колесо, все-таки на нем рельефы проходятся значительно интереснее, чем на 17-х колесах. Поэтому травить или нет, вы решаете тоже сами. Ну вот смотрите, есть, да, такая тема, как отскок. Если резина, допустим, у вас не как здесь у нас просто шашка обута, а если вы катаете на более асфальтовом варианте, скользкие мокрые камни, лучше чуть-чуть подтравить, чтобы немножко больше был зацеп. Не забывайте, это у нас сзади 1.2, спереди мы оставили 1.6, то есть меньше особо, наверное, ситуации нет, когда мы спускаемся. Ниже 1.6 полторашки мы не травили с тобой. Да, этого достаточно, по крайней мере на шашке. На шашке это достаточно. Я боюсь, что если меньше потравить, уже можно будет повредить обод. Тём, вот мы когда с Серегой с мотохурмы снимали тоже по подъемам в горах, у нас был разговор по настройке чувствительности ручки газа. Если у вас ride-by-wire, система электронная, чувствительность, твое мнение, надо немножко прикручивать? Да, я на бездорожье использую режим off-road ручки газа, это на КТМ так называется. Он дает более эластичный газ. Вот. Ну, как только я выезжаю на асфальт, возвращаюсь в стрит, потому что все-таки на оффроде так проще контролировать газ. Плавность имеет значение. Да, плавность, меньше пробуксовок. Вот. Ну и также надо не забывать иногда работать с сцеплением, чтобы тоже добавить эластичности в заднем колесе и было меньше пробуксовок, больше зацепа. Кстати, в прошлом ролике люди говорят, там человек 2 пальца ставит, ты как используешь? Я использую указательные пальцы торможения, сцепления, я работаю только. Я тоже использую только один палец, налево и направо по одному пальцу, но единственное, что это уже индивидуально. Я так считаю, что, допустим, у меня кисть небольшая, и я не могу использовать 2 пальца, потому что мне не остается чем держаться за руль. Я только по одному пальцу могу. Поэтому, если у кого-то пальцы подлиннее, может быть, они могут и 2. Да, на оффроуде по одному пальцу этого достаточно. Но я начал замечать, что на асфальте мне иногда не хватает все-таки на тормозе одного пальца. 2 более эффективнее. Вот тут, конечно, либо надо менять пальцы, либо прокачивать скилл. Либо прокачивать палец, да. Да, я спускаюсь сидя. Когда я спускаюсь сидя, значит, как я это делаю, да? То есть у меня снова основная прямая посадка, я не делаю какой-то серьезный. Ну, если уклон сильный, я повторюсь, я катаю в стойке уже с уклоном. Мы сейчас говорим про более-менее пологие уклоны, как вот здесь. Это просто уклон для того, чтобы мы остановились и показали вам. То есть пошел уклон вниз, я просто чуть-чуть посильнее фиксирую коленочками и ногами мотоцикл, для того, чтобы разгрузить верхнюю часть тела, руки. Потому что в основном в подъемах, спусках всегда нагружаются сильно руки. И нужно, чтобы была хорошая моторика на пальцах, чтобы вы могли оперативно реагировать на рельеф, на ситуацию. Расставили немножко локоточки, и самое главное, что вы фиксируете положение свое и удерживаете свою тушку за счет того, что мышцы кора у вас напрягаются. То есть тогда у вас руки расслаблены, и вы спокойно едете, спускаетесь. Вот, ребята, у меня включен АБС, я его не отключал в оффроуд режим, то есть у меня нет блокировки заднего. Первая передача, я сижу, смотрю дальше не себе под нос, выбрал свободный ход на переднем колесе, немножко поджимаю педаль тормоза и на первой передаче вот безопасно спускаюсь, где я вижу, что по моему мнению будет зацеп с колесом, не будет блокировки. Такие развороты на 180 мне проще проходить в стоечке. Тёма блокирует колесо. Мы спокойно спускаемся. Я сейчас вообще, вот мотоцикл, видите, на передаче спускается, я стою в балансе и ничего не происходит с ним. Вот сыпучие подъемы, на них нужно поджимать немножко передний тормоз, так чтобы не ускоряться сильно, потому что скорость здесь вам не нужна. Смотрим с реки, не смотрим под нос, периферийным зрением, мы спокойненько спускаемся. Где надо, поджимаем сцепление. Ну, вообще мотоцикл прекрасно, вот не заблокированный АБС по сыпучим по камням спускается. Поджимаем передний тормоз, прижимаем педалечку, АБС сзади срабатывает, все хорошо. И теперь Артем поделится своим опытом, как он спускается в горах стойки. Я обычно спускаюсь стоя, потому что мне так удобнее, так больше зацепа, мне кажется, больше контроля, меньше проскальзывания переднего колеса на резких спусках. Да, это тратится больше сил,
но мне-то как-то спокойнее. Я просто как только сажусь, перемещается вес на переднее колесо, и когда присутствуют какие-то камни, ему легче соскользнуть во время торможения. Поэтому мне проще оттягиваться назад. И таким образом, если со временем, да, вы меньше будете сил тратить для удержания мотоцикла, вы должны свое тело как противовес, да, мотоциклу, балансом работать, чтобы меньше руки, конечно, напрягались. По положению ног я обычно спуски использую под каблук. Вот. Постоянно над лапкой тормоза я ногу не держу, просто немножко проворачиваю. И спокойно на спусках я могу работать. Когда не надо, я просто так могу. Ну, если какие-то большие неровности, конечно, я могу переставить на носок. Но обычно на спуске всегда надо контролировать задний тормоз. На подъеме, конечно, я убираю. Постоянно идет спор, нету четкой фиксации здесь или здесь. Вот вся вот эта зона, начиная от этой части, да, ботинка и до каблука, это вот все полностью рабочая постановка ног в зависимости от рельефа, в зависимости от ситуации. Да, даже в харде постоянно люди спорят, но я считаю, что все зависит от рельефа. Чем жестче рельеф, чем больше удары, тем чаще я ставлю на носок. Все-таки так гасится больше силы удара, и ты можешь еще за счет опускания пятки, ты можешь как-то скомпенсировать этот удар. Но многие катают под пятку, тут уже кому как нравится. Продолжаем дальше про стоечку. Ногами зажимаю мотоцикл. Вот. Но опять же, все зависит от скорости. Чем меньше скорость, я, допустим, подрасслабляю, уже давлением на подножки уже могу как-то мотоциклом управлять. Но если скорость увеличивается, допустим, какие-то неровности, то я сильнее зажимаю, тем самым более слитно. Но если скорость уменьшается, опять же, расслабляю. Вот. По стойке, опять же, чем сильнее спуск, тем вы сильнее отклоняетесь назад, компенсируя угол спуска. Чем круче спуск, тем больше оттяжка происходит назад. Да, то есть при каком-то прям сильном спуске тут бывает и мешает сзади вот сумка. Я бы добавил то, что у вас никогда не должны быть забиты руки. То есть руки должны быть максимально расслаблены, чтобы вы читали рельеф. Мотоцикл это все равно подвижная штука. Если у вас будут руки в кола пережаты, перенапряженные, есть большая вероятность того, что у вас подвернется переднее колесо, даже где-то с камня, что-то еще. Надо, чтобы мотоцикл немножко ходил, все равно он жестко, если ты вот как лом, да, у тебя там руки напряжены, ты весь как пружина сжат и крепко вниз там поехал, это совсем нехорошо. Да, я согласен, даже во всех, обычно школах хард-эндуро, там все управление идет давлением на ноги. А вот с этого давай момента поподробнее. В видео по подъемам я часто рассказывал и в других видео про давление на подножки. Просят подробнее рассказать. Происходит таким образом рулежка, куда вы наклонили мотоцикл, туда он меняет траекторию движения. Да, но надо стараться наклонять его за счет давления, переноса своего веса тела на какую-либо из подножек. Да, на внутреннюю ногу. Поворота получается, куда поворачиваешь. То есть техничная езда по рельефу с подвижным грунтом подразумевает под собой постоянный перенос веса тела на подножках. Работает. Да, все верно. Многие, допустим... А новички как делают? Часто все это делают руками, и из-за этого стараются руками как-то его наклонить. У людей забиваются руки и плечи, когда они пытаются ворочать мотоцикл, особенно более тяжелый. Все, что вам нужно сделать, переносить вес тела на подножках. И таким образом вы сможете очень эффективно и легко управлять мотоциклом. Да, здесь хороший индикатор вашего скилла является тем, что если у вас руки забиваются, значит вы, наверное, не очень хорошо что-то не так делаете. Да. То есть со временем, чем больше вы катаете, чем лучше вы катаете, у вас все меньше и меньше будут забиваться руки и уставать. То есть практически вы будете ехать всегда, руки должны быть расслаблены. Но для этого надо почувствовать этот баланс в подъемах, в спусках, везде. И тогда будете намного меньше уставать. Ребята и девчата, хорошая новость состоит в том, что все мы когда-то начинали, и все мы также уставали. Поэтому чем больше вы катаете, даже тренировочные локации, спуски и подъемы вы отрабатываете, чем больше вы работаете с балансом, это, я повторюсь, ключевой навык, работать, тем меньше у вас будут уставать руки, тем будет более правильная рулежка с переносом веса тела, тем лучше и эффективнее вы будете все это проходить по трекам.
и меньше уставать. Меньше устаете, меньше ошибаетесь. То есть все взаимосвязано. Как ты пользуешься передними тормозами? Ты на спусках пользуешься или нет? Кто-то говорит не пользоваться, кто-то говорит пользоваться. Как ты Да, пользуешься? я, конечно, использую, потому что без переднего тормоза долго не поспускаешься. Вот, можно быстро куда-то съесть. Ну, я не знаю, одного заднего тормоза однозначно не хватает. Ну, я не знаю, как можно не пользоваться передним. Я бы от себя добавил следующее. По моторике и как это работает на практике. То есть, во-первых, у вас на спуске, это вот мое глубокое убеждение, я всегда изначально поджимаю таким образом рычаг, чтобы уже следующее давление зажимало диски. То есть у меня выбран практически свободный ход на спуске. Это позволяет мне не бить в рычаг. Если надо резко остановиться, я с прогрессией прожимаю, и у меня происходит плавный прожим подвески, и плавно, то есть колесо резко не бьется в суппорт, нету срыва с поверхностью контактом. То есть я работаю вот так тормозами. Как у тебя? Да, я тоже стараюсь убирать этот Свободный ход, то есть ты выбираешь, я не торможу, просто убрал свободный ход и дальше уже произвожу торможение, если мне это необходимо. Ну, полностью, да, не расслабляю палец, всегда он чуть-чуть поджат. Ребята, следующий вопрос, который в теории хотим разобрать, что непонятно, это когда мы спускаемся всегда на передачу. У нас нету практически режима выжатого сцепления. Оно, когда Артем катается с блокировкой колеса, чтобы не заглушить двигатель, где-то поджимает сцепление. Но в общем, на выжатом сцеплении или на нейтрале мы не спускаемся. Это неконтролируемый спуск. Мы спускаемся на передаче. Ты спускаешься на нейтрале или на передаче? Да, я спускаюсь на передачу всегда, когда это позволяет скорость. То есть я могу выжать сцепление, если скорость уже уменьшается, до того, что мотоцикл может заглохнуть. Либо если мне надо как-то использовать задний тормоз, допустим, надо заблокировать его, чтобы как-то поменять колею, каких-то ситуаций. Либо можно дропнуть, либо нужно придать какой-то импульс мотоциклу. То есть это чисто рабочая тема. Да, просто на выжатом сцеплении вниз ты не спускаешься. Да, включенная передача это как природный, можно сказать, АБС. Полностью заблокировать заднее колесо. То есть очень тяжело будет задним тормозом, особенно объемные мотоциклы будут достаточно тяжело заблокировать задний тормоз, и считай тот же АБС, только более плавный будет. Первую или вторую передачу необходимо включать, в зависимости от крутизны мы подбираем. Да, в зависимости от скорости, которую вы спускаетесь. То есть если спуск ровный, можно и на второй спускаться. Все зависит от скорости, на которой вы спускаетесь. То есть выбирайте сами, чтобы там в пределах 4-5 тысяч, наверное, оборотов я стараюсь держать двигатель, чтобы он хоть как-то эффективно уже начинал тормозить. Навык, про который мы вначале не сказали, но говорили про подъемы, это снова чтение треков, траекторий. И когда вы спускаетесь вниз, я говорю, что это просто склон вниз, это вообще ровный рельеф. Самое главное, когда вы спускаетесь вниз, вы также должны видеть препятствия, должны видеть, где подвижный грунт. Все то же самое, как для подъемов, только вниз. И плюс, чем дальше вы смотрите вперед и видите зону выката, тем менее, скажем так, страшно вам будет спускаться вниз даже на очень крутых спусках. Если вы будете, когда ты начинал, расскажи, особенно в харде, под нос себе смотришь, пережимаешь тормоза. Это у всех так, да. Сначала, чем дольше катаешься, тем уже ты как-то видишь дальше, уже взгляд отпускаешь дальше, да, прогнозируется и все. Да, становится проще. В самом начале, да, ты смотришь под переднее колесо, и ты не можешь увеличить скорость, потому что ты не успеешь среагировать, потому что препятствие... Время принятия решений очень маленькое, от препятствия до тебя. То есть поэтому получается надо стараться смотреть далеко, особенно с увеличением скорости. Чем выше скорость, тем дальше мы смотрим. Обычно все начинают катать с карьеров в каких-то площадках сразу в горы, мало там людей, которые взяли и начали катать там жестко. Какие упражнения есть? Я знаю, упражнение это спуск, несколько, если длинный, несколько остановок с фиксацией. То есть остановился, зафиксировался на разных уклонах. Может, ты какие-то упражнения с хард-эндуро знаешь? Да, в хард-эндуре тоже это упражнение популярно. Надо полностью остановливаться. Без фиксации, без постановки. Опускания ног, да, и присаживания на задницу. Мы говорим про езду в стойке. Спускаемся. Да. И остановились, дальше поехали. Остановились. Это вам позволит четко контролировать. Спуск должен достаточно быть резкий. Это не какой-то там легкий спуск, где вы легко. Это прям надо так, прям максимально стараться и задний тормоз использовать, и передний, чтобы остановиться. Просто часто бывают такие ситуации, что ты едешь, а ты не можешь остановиться, потому что ты чуть начинаешь больше зажимать, у тебя начинает какое-то колесо уже блокироваться. Поэтому это упражнение хорошо помогает для спусков. Вы отключаете АБС
на заднем колесе и до блокировки отрабатываете так, чтобы почувствовать вот эту грань. То есть очень круто нарабатывается вот этот навык на плоских каких-то уклонах, без сложного рельефа, когда люди начинают. Ну, если уже спуск достаточно сильный, наверное, там, во-первых, скорость небольшая, и там уже, наверное, полная блокировка идет заднего колеса, я так предполагаю, ну, начинаю вспоминать. Там уже больше вопрос по переднему колесу. Поджатие тоже. Потому что там уже надо так сильно нажимать передний тормоз, потому что задний у тебя уже полностью заблокирован, а передний вот тут уже грань блокировки тормоза и отпускания. Тут уже как бы дальше идет, ну, более сложный уровень. Переднее колесо заблокировал, упал, как бы обычно. Оно ушло куда-то в сторону и все. Да. Поэтому там уже задним особо, уже все, он используется на максимум. Поэтому уже начинаем играться передним тормозом. Представьте ситуацию, что вам надо спуститься, вы устали, и по какой-то причине, ну вот такая поверхность, более крутые уклоны, колеи. Как правило, люди выставляют ноги, вставляя мотоцикл на первой передаче. Мотоцикл у нас заглушен, двигатель. Поджимаем также передний тормоз и слегка выжимаем сцепление. Когда вы выжимаете слегка сцепление и приотпускаете передний тормоз, вы можете спокойно, перебирая ножками, это упражнение лучше тренировать на более крутых спусках, постепенно спускаться. Если вы захотите остановиться, все, что вам нужно сделать, это просто приотпустить, бросить сцепление. То есть у вас происходит блокировка заднего колеса, и таким образом у вас работает вместо заднего тормоза передача. И вы, контролируя мотоцикл, можете спокойно, безопасно, поедем сейчас вниз, вот так спускаться, перебирать ножками. То есть здесь выжали, спустились. Вот, заблокировалось колесо, я отпустил. Сейчас происходит торможение. Вот видите, какой рельеф. То есть я могу спокойно, перебирая, безопасно спуститься. Этот метод хорошо работает, когда резина, ну, есть какой-то зацеп. Если у вас, естественно, лысая резина, будет чуть похуже. Спокойненько спускаемся вниз. Если есть какой-то ровный участок, вы всегда можете кнопкой старт-стоп завестись, проехать на передаче, тронуться и так спокойно, безопасно спуститься. То есть вы проехали какой-то участок, дальше пошел крутой спуск, неконтролируемый, вы снова выжимаете сцепление, спокойно перебираете ножками и вот по рельефу спускаетесь. Не обязательно спускаться в канаве, я просто наглядно вам показываю. Сейчас, если вам нужно переехать, смотрите где-то упор колеса, пусть это будет как здесь, слегка трогаетесь. Снова глушите мотоцикл, чтобы его контролировать. То есть как только вы набираете скорость, вы начинаете все в подряд резко нажимать, старайтесь этого не делать и навеселе вот так спускаться вниз. Вкратце все, что мы хотели сказать по спускам в горах. Пишите свои комментарии под видео. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока.